В истории любого народа найдется немало страниц, которые были бы великолепны, будь они правдой. Дэнни Дидро. Династия Цзинь – одна из 6 династий, правивших Китай между периодом Троецарствия и периодом южных и северных династий. Государство Цзинь было основано военачальником Сыма Янем из рода Сыма. Данный период – один из 4 периодов китайской истории, именуемый как Цзинь. Династию Цзинь принято делить на 2 периода. Западная Цзинь 265-316 годы нашей эры, Восточная Цзинь 317-420 года нашей эры, со столицей в Цзянькане, ныне Нанкин. Империя Цзинь просуществовала почти 1000 лет и оставила после себя значительный след в истории. Ее история была полна трагических событий, взлетов и падений. Итак, друзья, заваривайте чай или кофе, смотрите и слушайте историю знаменитой империи, точку существования которой поставили потомки великого хана. Основателем династии Цзинь был Агуда из клана Ваньянь, территория влияния которого изначально ограничивалась бассейном реки Амур. Согласно летописи Цзинь-Ши, Агуда шел в бой без шлема, хорошо овладел оружием. Указывается, что он стрелял из обычного лука на расстоянии в 320 шагов. Кроме этого, Агуда хорошо знал киданьский язык, что сильно ему помогло в последующей войне с киданями. Племя Ваньянь набирало силу, подчиняя прочие джурдженские племена. Это вызвало тревогу у киданей, которые всеми силами препятствовали объединению джурдженей. Кто такие кидани? Кидани – кочевые древнемонгольские племена, в древности населявшие территорию современной внутренней Монголии, Монголии и Маньчжурии. С 1907 по 1125 года существовало киданьское государство Ляо, протянувшееся от Японского моря до восточного Туркестана. В пограничном киданьском городе Нинцзянчжоу обычной практикой был избиение и грабеж джурдженских торговцев. Это так и называлось – бить джурджени. Участники таких акций не наказывались. Вмешательство Ляо в джурдженские дела привели к тому, что Агуда стал замышлять войну против киданьского государства. Но главным стимулом для вступления джурдженей против киданей стал длительный и систематический произвол Нинцзянчжоу. На празднике первой рыбы Агуда отказался танцевать перед киданьским императором и бросил ему вызов. В 1115 году Агуда принял титул императора и дал своей династии название Цзинь – «Золото». По летописи Агуда сказал: Железо, ля, крепко, но ржавеет и крошится. А золото не ржавеет. К тому же цвет Ваньянь белый. Мобильная джурдженская конница взяла вверх над огромным, но слабо подготовленным киданьским войском. В 1122 году Сун и Цзинь заключили стратегический союз против Ляо. Империя Сун пыталась вести наступательные действия против Ляо, но безуспешно. В 1123 году в войну вмешалось тангутское государство Западная Ся на стороне Ляо. Конное войско тангутов разбило несколько мелких отрядов цзиньцев, но в решающем сражении джурджени нанесли ему сокрушительное поражение. Ослабевшая империя Кидани была окончательно разгромлена в 1125 году цзиньскими войсками. Последний император Кидани был захвачен в плен джурдженями. Однако сразу после войны между двумя бывшими союзниками начались разногласия. Империя Сун не собиралась выполнять условия договора, что привело к началу новой войны. Материальные и людские ресурсы Сун были несопоставимы с джурдженскими, поэтому империя Цзинь могла рассчитывать только на быструю войну. В 1125 году две джурдженские армии начали наступление на империю Сун. Китайские армии были огромны, но состояли в основном из пехоты, которая не могла воевать на равных джурдженской коннице. В 1127 году джурджени захватили Кайфэн, включив свое государство в север Китая. Бывший император Сун Хуэйцзун, поспешно отрекшийся от престола, сыновьями, гаремом и челядью были угнаны в плен.
а на захваченной территории джурдженями было создано марионеточное государство Чу. Сунский полководец Юэ Фэй продолжал сражение с джурдженями вплоть до своей гибели и подписания договора в 1142 году, согласно которому Цзинь получала территории к северу от реки Хуахэ. В 1151 году столица Цзинь была перенесена из Хуанифу в Джунду, современный Пекин. В 1191 году был официально снят запрет на браки между китайскими и джурдженскими семьями, что существенно ускорил процесс китаизации последних. В середине XII века цзиньские императоры проводили в сопредельных монгольских степях политику сокращения совершеннолетних. Раз в 3 года экспедиционный корпус империи Цзинь вторгался в пределы Восточной Монголии, истреблял местное мужское население или угонял его в рабство в Цзинь. В ответ кочевники столь же регулярно разоряли пограничные области империи Джурджени. Много хлопот империи причиняли своими набегами татары. Это крупное средневековое тюркское племя, проживавшее на северо-востоке современной Монголии. В 1196 году в поход против татар выступила армия под командованием Ваньянь Сюня. Татары были разбиты у реки Керулен и бежали по реке Ульджа. Кириты Таварила и монголы Чингисхана разгромили татар у озера Торей. За эту помощь Чингисхан получил от цзиньских властей чин Чуатхури, номинально соответствующий должности командующего региональной пограничной заставой. Но так себе звание. А Туарил – титул Ван. В переводе царь. Дорогая царица, очень рад. Очень рад познакомиться. Очень рад. Здравствуйте, царь. Очень приятно. Царь, очень приятно, царь. Очень приятно, здравствуйте, царь. Очень приятно, царь. Царь, очень приятно, здравствуйте, царь. Очень приятно. Получение чина от Джурджени способствовало укреплению положения Чингисхана. В 1198 году армия Цзинь под командованием джурдженского полководца Ваньянь Цунхао совершили новый поход в Восточную Монголию против хунгератов и других монгольских племен. Были подчинены ряд племен к западу от Хингана. Однако в результате внутренних неурядиц внешнеполитическая активность джурдженского государства стала ослабевать. Это создало Чингисхану благоприятные условия для закрепления Восточной Монголии. В 1202 году Чингисхан разгромил татар, сделав их кормом для своего меча. А в 1203 году разбил своих прежних союзников – киреитов. В 1204 году Чингисхан разгромил найманов в Западной Монголии и меркитов на Алтае. В 1206 году Чингисхан был провозглашен всемонгольским ханом. В 1206-1209 годах Чингисхан провел ряд кампаний против государства Си-Ся, находившегося западнее Цинь. Видео про покорение государства Си-Ся можете посмотреть на моем канале, ссылка в описании. Джурджени оказали помощь Си-Ся. Цзиньский император приказал выкупить всех рабов-тангутов в империи и отправить их на родину, чтобы укрепить армию Си-Ся. После ряда поражений тангуты попросили военной помощи у Джурджени, но те отказали, посчитав, что и так много помогли. По Тангутско-монгольскому договору 1210 года тангутский государь признал свою зависимость от монголов, пообещав быть правой рукой Чингисхана. То есть участвовать в его войнах и походах. Правда, потом он и его преемники откажутся помогать Чингисхану. Тангутская принцесса Чахэ была отдана в жены Чингисхану. В 1208 году умер император Цзинь. Новым государем был провозглашен Ваньянь Юнь Цзы. Он был поставлен на трон в обход правил наследования, что создало конфликтную ситуацию в руководстве империи. Чингисхан, все еще формально остававшийся вассалом цзиньцев, отказался кланяться при получении известий о восшествии на престол нового императора, сказав: «Я считаю императором в Срединной равнине того, кто отмечен небом. Но ведь этот же является заурядным и робким, как такому кланяться». Ряд ученых полагает, что слова Чингисхана были не случайны. До восшествия на престол Юнцзы ездил к монголам послом Джурджени и не произвел на них хорошего впечатления. Новый цзиньский император вначале хотел объявить монголам войну, однако не решился это сделать. То же самое хотел сделать и Чингисхан, но пришел к выводу о необходимости сначала лучше подготовить войска.
Как написано в источниках, цзиньский посол, вернувшись, все рассказал. Юнь-Цзи рассвирепел, но пожелал выждать, когда государь опять явится с подношением, и тут придет момент его погубить. По состоянию на 1206 год численность войска Чингисхана составляла 95 тысяч воинов. По подсчетам историков, в тот период времени на территории Монголии проживало 2 миллиона человек. Поскольку семья из 5 человек могла выставить одного воина, то они сделали вывод, что вся степь могла выставить до 400 тысяч воинов. Необходимо учесть, что воином считался всадник с полным вооружением. Прислуга, оруженосцы и другие воинами не считались, но в случае необходимости участвовали в сражениях с оружием в руках. Армия государства Цзинь была многонациональная. Она состояла из киданий и китайцев, а также из частей, составленных из покоренных народов. Цзиньская армия подразделялась на пехоту и конницу. Пехотные соединения имели много частей, набранных из китайцев, бухайцев, корейцев, а конница была в основном джурдженской и китайской, составляла костяк регулярной армии. К тому же джурдженская армия располагала артиллерией, что для того времени было очень круто. Сохранились документы по состоянию армии Цзинь на 1161 год. Джурдженские войска, в том числе регулярные части, 25 тысяч человек. Резервная или народная армия 40 тысяч человек. Резервные киданьские, китайские и бухайские части 700 тысяч человек. Мобилизационный резерв 300-400 тысяч человек. По своим боевым качествам и количеству воинов цзиньская армия была сильнейшей не только в регионе, но и, пожалуй, в мире. В начале 13 века император Цзинь оказывается под давлением со стороны своих северных соседей монголов. В 1211 году около 50 тысяч конных монгольских воинов, по другим источникам до 100 тысяч, вторгаются в Цзинь. Сначала Чингисхан занял город Фуджоу, ныне Чжонбэй, находившийся на северном пограничье Цзинь. В его окрестностях у хребта Ехулин произошло первое крупное полевое сражение армии Чингисхана с пограничными частями цзиньского полководца Динь Се, выдвинувшимися навстречу монголам. Цзиньцы были разбиты, а пограничные округа вдоль Великой Стены Душайло и Фэнли, оставшиеся без защиты, были захвачены монголами. В сокровенном сказании процесс уничтожения описан так. Пошло такое истребление, что кости трещали, словно сухие сучья. Рашид ад-Дин, составивший первое историческое описание Монгольской империи, написал, что в этом сражении был уничтожен знаменитые люди империи Цзинь. Монголы под предводительством Джабе внезапно появились у восточной столицы, но были отбиты гвардией, поэтому монголы, разорив окрестности, быстро отошли на какое-то расстояние назад, после чего джурджени решили, что нападение закончилось. Но на самом деле Джабе, оставив обозы и отобрав самых резвых скакунов, внезапно вернулся к городу, захватил его и разграбил. В августе 1211 года Чингисхан отправил вернувшийся из рейда корпус Джабе к крепости Ушабу и укрепленному лагере Уэдзин. Взяв их, Джабе, воспользовавшись победой, овладел важным стратегическим пунктом, заставой Бэйдэнчэн, через который можно было пройти внутрь Великой Китайской стены. В эту брешь немедленно прошла монгольская армия, которая, разделившись на несколько отдельных корпусов, начала движение по разным направлениям. В августе 1213 года основная группировка монголов под предводительством самого Чингисхана прошла в столичную область Цинь. Монголы на голову разбили джурджени и гнали их до крепости Губэйкоу. В сентябре 1213 года Чингисхан разделил свою армию на 3 корпуса. Туменами западного корпуса командовали сыновья Чингисхана Джучи, Чагатай и Угадей, восточного брат Джочи Хасар, а также Алчи Найон. Центром командовал сам Чингисхан и бывший при нем Толуй. Рейды этих корпусов продолжались вплоть до апреля 1214 года. Монголами было взято около 100 городов. Учтя преимущества, которые давали джурдженям в 1212 году, пассивная тактика, монголы провели новую кампанию, устроив для государства Цзинь сразу несколько фронтов, при этом сосредоточив собственные главные силы на самых выгодных направлениях. Цзиньское правительство хорошо знало о плачевном состоянии империи после 3 лет непрерывных нашествий и поэтому решило просить мира у монголов во что бы то ни стало.
Хотя монгольские полководцы и уговаривали Чингисхана воспользоваться моментом и взять Джунду, он все же предпочел заключить перемирие на условиях получения в жены дзиньской принцессы и огромной дани в виде золота, шелков, 500 юношей и девушек и 3000 коней. Смерть Чингисхана в 1227 году во время отложила окончательное решение джурдженского вопроса, а дзинь получили передышку. Война с джурдженями во исполнение завета отца была возобновлена Угедеем в 1230 году. Осенью 1230 года Угедей лично повел войска в карательный поход на юг. Война продолжалась еще несколько лет, джурджени теряли город за городом, а монголы заключили союз с кровниками джурджени империи Сун. В конце 1233 года сунцы, первоначальный контингент 20 тысяч солдат и обоз с 300 тысячами мешками риса, подошел к Цзайчжоу и совместно с монголами приступили к его осаде. Оборону города возглавил джурдженский генерал Хушаху. Он привлек к защите все население Цюйчжоу. На стенах сражались даже женщины. Джурджени упорно оборонялись, несмотря на то, что страдали от голода. В Цайчжоу процветал каннибализм. Монголы предложили противнику сложить оружие, но город не сдавался. Незадолго до последнего штурма дзиньский император отрекся от престола в пользу Ваньянь Чэньлиня. Однако после того, как монголы совместно с сунцами взяли Цайчжоу, Чэньлин был убит, а отрекшийся император повесился, и по завещанию тело его было сожжено. Понадеявшись на союзные договоренности с монголами, сунский император Ли Цзун решил получить плату за союз. Он направил войска для занятия Гуанчжуна, помимо уже занятой Хэнани. Летом 1234 года войска Сун заняли Лоянь. Узнавшие об этом монголы сначала уничтожили отряд сунцев, направившись в Лоян, а потом вынудили другие южнокитайские части покинуть город. В это же время монголы открыли плотины на Хуанхэ, чтобы повысить уровень озера Цуньцзуньтянь и затопить сунскую армию у Бяньляня. В этом потопе утонула почти вся южнокитайская армия. Так сунцы потеряли все свои приобретения от войны против Цзинь на стороне монголов, а монголы пришли к идее покорения Южной Сун.